Всем привет! С вами канал Ремонт лодочных моторов город Уссурийск. Сегодня будет не совсем обычное видео, не про ремонт лодочного мотора, а про помощь нашему подписчику. К нам часто обращаются люди с разных концов нашей страны. Правда, они не всегда учитывают часовые пояса, звонят ночью, вечером пишут «доброе утро», а утром по нашему времени пишут «добрый вечер». Но мы стараемся всем по возможности помогать. Наши подписчики живут не только в России. К нам обращаются и с Украины, с Казахстана, с Белоруссии, с Германии, с Ирландии и из других разных стран, в том числе и Африка. И вот один из подписчиков, который живет в Конго, обратился к нам на русском языке. Он знает русский язык. Чуть позже вы узнаете о нем информацию, он о себе расскажет. И, между прочим, он знает русский язык даже лучше, чем некоторые русские знают английский. В общем, у него была проблема. Мотор Yamaha 15 Enduro. Этот мотор в Россию не поставляется, и многие о нем даже не знают. Вот у него была проблема в том, что мотор перестал запускаться. Мы ему помогли. В итоге, после чистки карбюратора, он запустил свой мотор. Мы попросили показать его лодочные моторы. И далее он уже будет рассказывать и показывать про свои моторы, чем он занимается и как он их ремонтировал. Из-за коронавируса сейчас многие перешли на дистанционную работу. Вот и мы также дистанционно ремонтируем лодочные моторы. Хотя мы это делали еще до сложившейся ситуации. Карбюратор почистили, я чистил карбюратор, и он мотор начал сейчас работать нормально. Все. Чем мы работаем, мы здесь работаем, мы рыбалки, селедка работаем, любит селедка. А ремонтировать мотор, очень у нас большая проблема здесь, это ремонт мотора. И их ремонтировать очень тяжело, и знания у механических, или механических, или технических использования здесь почти нету. Смотрите, я сейчас вам покажу. У нас сейчас этот мотор Enduro, который я ремонтировал сегодня. Я об этом про мотор говорил. У него тоже проблемы. Были проблемы карбюратора. Я чистил мотор, нормально работает сейчас. А вот это мотор, вот тоже самый мотор, да? Это 15-го мощность Enduro Yamaha, оригинальный, японский. У него нога, длина нога, но нога здесь не работает. Там все сломал внутри. Я заказал и там все приборы, которые сломали внутри, будем его ремонтировать. Вот этот мотор, оно работает нормально. Сейчас я ремонтировал, смотрите. Вот. Я его собрал сегодня. Утром я вам писали. Вот этот прибор, который, покажи, этот я убрал, я купил другой, другая новая модель Yamaha. Я вам скоро покажу. И этот мотор сейчас, как я пускаю, зараз работает. И все. А у нас здесь, я вам покажу, тут я открыл этот мотор. Вот оно. Это тоже работает. Этот мотор работает с нашей маленькой лодки. Она на пляже. Я вам покажу в другой день. Я сейчас в нашем магазине дома. Потом вам покажу. Это в гараже сейчас я. Моторы. Вот это новый модель. Это не как другой мотор, который в воде там. Здесь старые 28 мощности Yamaha длины нога. Это бугонный мотор мы купили. Купили этот были в порт, в городе порт, да, в порте Понт-Нуар купили этот. Они привезли из какой-то Бельгии, я не знаю, какой-то страны, и привез к нам
принесли, привезли нас этот мотор, нам продали, это он не знает, что делать этот мотор. Мы купили это, потестили, еще внутри забрали, и он работает нормально. Но чуть-чуть у нас жиклер, проблем с жиклером, думаю. Там карбюратор, как вам покажу. Карбюратор у него тут. У него постоянно чуть-чуть бензин. Он работает, например, до 2 часа, потом чуть-чуть бензин. Начать чуть-чуть бензин и тормозится. Потом надо еще открыть карбюратор, потестить еще и, его добавить как называется, бензин в карбюратор, и потом пускать и начать еще обратно работать. Вот этот большой мотор, это 40 мощный. Это 40 мощный, новый. Купили уже почти 2 года уже. Вот я возьму, вот 2 года. Это большая Enduro, 40 мощный, да? Это 40 мощные моторы. Мы используем его для ловить тоже селедки, да? Но она работает, этот мотор работает на большое время. Могу его, он работает большое время, очень загруз. Это просто даже щита, это как называется по-русски, не знаю. Это мы держим лодки этот, деревянные лодки этот, да. Он держит, садится на premier мотор, как я вам покажу, вот этот, вот. Это есть защита. Например, мотор, когда они ездят, мотор, например, как надо sauter en russe. По-французски я знаю, но по-русски не знаю. Мотор начать как пригаться, понимаешь? А раз уже однажды этот мотор уже сломался и упал на воде. Упадал на воде. Но мы забрали этот мотор ради это было этот корда, да, как называется по-русски, не знаю. Корда. Это корда, его держали на лодке. Если не будет этот корда, да, вот это уходили уже мотор новый. Вот 8 мощностей Yamaha. Вот она 8 мощностей Enduro. Она маленькая, длина нога, маленький, но этот мотор я много поменяли. Вот это SDI, CDI, я его поменяли, да. Для, как называется, свечи зажигания. Вот свечи, 2 свечи я поменяли. Этот мотор не работает, но он не работает, но я поменял свечи, поменял этот тоже, как называется, этот, который носит свечи. Вот, будет никак, видите, свет меняется. Это другой, это не это для другого мотора поменяли. Это тоже сломали, вот его рука убрали. Сейчас я не получил его поставили, потому что тут были его сварка, да, они сварили, я не понял, не очень, были очень мерили неправильно, и он не получится его поставить. Сейчас мы поставим когда-то какое-то железо здесь, чтобы держать и регулировать направка для мотора. Вот этот. Я искал в интернет, как его разбрать или ремонтировать правильно этот 40 мощный. Но я только на ваше видео смотрел на ваше YouTube, что вы правильно и хорошо разбираться с этим мотором. Но просто я смотрю очень много 15 мощностей китайские, французские, японские, Yamaha, да, оригинальные. Я смотрел, чтобы ремонтировать правильно. Вот. Это двигатель, который я говорю. Вот смотри, у меня еще одна здесь. Вот. Вот. Это двигатель. Были когда этот мотор 40 мощностей. Они неправильно его ремонтировали. Например, были вот этот наш мотор.
были, например, 3 года. Были аварии, такой большой волны были, и оно, мотор сломал в воде, ну, упал в воде, и они не могут ремонтировать. Вот, сломал мотор, и не могут разбирать, и поэтому купили вот новый. Это тоже мы еще для его защиты, мы купили еще другая мотор, она в коробке, я вам буду показать. И вот наша проблема здесь. Это ремонт, это наши моторы. У меня еще там братья, там другой город, там тоже, например, вот это у него 8 40 мощных большая. 8 моторов. У нас 40 мощных два. Одно, вот, 40 мощных сломающие, он не работает. Это 20 мощностей, не работает Yamaha. Тут у нас 40 мощных тоже. Вот. Там два, они говорят о Parzoom и не говорят о Yamaha. Это два мощные, там маленькие. Идем, я вам буду показать еще такой у меня здесь мотор. Вот я еще тут. У нас коробки. Вот. Это уже, например, 5 месяцев купили этот мотор еще. Я открою, я открою. Открою этот. Смотрите. Вот. Там новый. Молочный мотор новый. Я забрал все уже внутри. Она новая. Видите? Это 40 мощный. 40 мощный мотор. Сейчас тут у меня вот все, что я использую для ремонта этого мотора, который у нас тут. Я их ремонтировать. Я могу его запустить. Запустить его просто так. Все правильно. Я или шаржи. Я просто вот смотрите. Вот. Она работает. Вода есть. Вот. Сейчас у нас этот мотор будет ездить на воде. Но в океане просто. Будем готовить нашу сеть. И селедки будут дома. А они, вот другие моторы здесь. Будем ждать, когда будет много селедки. И будем ездить с 40 мощность и с 28А Yamaha, старый модель. А 15-го он будет просто для защиты, ну, для резерв. Для резервов, чтобы ездить. Это мы сейчас в нашем гараже. Видите? Тут наша сеть. Да, привет, друг. А это, почему? Да, это они сети из Конго. Я просто только что смотрели ваши видеозаписи, которые вы меня отправили. Я очень рад, что вы меня показали. Это одно и то же, как я смотрели в YouTube, ваши каналы, да? Смотрели, как вы разбираетесь с моторами. Там, я думаю, что я с вами будем общаться, чтобы я сам здесь буду собираться его ремонтировать вместе с вами. Будем это делать. Но пока я ничего, я уже заказали там все приборы, которые внутри, это нога, которые сломали, будем все поставить. Все там, которые сломали, будем его поставить. Но я заказали там все детали, когда будет, я вам буду звонить, сообщаем с вами, чтобы мы всем делать вместе. Люди, как люди здесь работаем, это не просто я работаем, лодочные рыбалки, но очень много, почти 500 тысяч, 500 человек, 500 лодки здесь у нас. Значит, у каждой лодки могут иметь 2 или 3 мотора. В 2015 году уезжали из Украины
У нас уже 4 или 5 лет здесь. Занимаюсь этим бизнесом здесь уже. Значит, русский здесь нету, почти нету. Я просто учили там в университете несколько лет, 5 лет уже были в Украине, все. После этого начать какой-то непонятной ситуации в Украине, поэтому я уходил, прилетели от этой страны. Вначале какой-то, я был в Луганске, вы читали правильно, что я был в Луганске, город Луганск были 2010 году, 10 году, да, 9 году до 10 году были в Луганске. Там все были нормальные порядки. А потом, когда я закончили, уходили и ездили в город Одесса. Там продолжали мою учебу там. Но потом слушай, что в Украине какой-то случай непонятный, поэтому прилетали домой. Я летал домой, и я сейчас занимаюсь нашим бизнесом. Но зарплата нормально здесь тоже, нашего бизнеса. Сейчас мы всем закрыли дома за этот болезнь, как называется это коронавирус этот. Коронавирус этот у нас здесь власть нашего закрывали всем дома, чтобы мы всем сидим дома, чтобы не гуляем, поэтому мы дома. Вот такое видео прислал нам наш подписчик. Выкладываем видеоматериал на наш канал с его разрешения. Также он оставил свой номер телефона для связи через WhatsApp. Если вам интересно, вы можете с ним связаться, пообщаться и задать какие-то интересующие вас вопросы. На этом все. Всем пока.